Я еду туда, возвращаюсь обратно и еду за прицепами. Времени сегодня предостаточно. Скорее всего, может, остановимся, полетаем снова над озером. И прилетел камень вот прям в угол. Треснуло сюда. Я капец невезуха. Еще мне легковой ударили. Они коротышки, они не достанут по-другому. Проездить по 4,40. Пофиг. Прорвемся. Друзья, всем привет! Это наш новый ролик. Начинается с парковки. Я загруженный, проверяю машину, уже колеса проверил, сейчас надо проверить масло. Сколько там по щепу у нас показывает, давайте посмотрим. Так, ну, масло целый щуп, потому что я его уже успел поменять, но это не заснял. Пока что поменял на обычное, не синтетическое. В следующий раз поставлю на синтетическое, мне подсказали лайфхак. Ну, максимум. Я там проехал только 200 или 300 миль на нем. Подсказали лайфхак, как это проще сделать. Нужно заехать на дилерскую, купить все наборы фильтров. Один фильтр, и вот там он стоит, белый. Два с обратной стороны фильтра. Это... Где они? Тут они стоят. Вот эти вот два белых. А это вот колба Water Separator. Отделяет воду в топливе. Так, а что тут есть топливо? Нет в фильтре. Надо включить, завести машину. Вот. Фильтра стоят где-то $150 целый комплект на замену. Масло купить синтетическое можно поехать в Walmart в канистрах в одном галлоне. Намного дешевле. Мне надо 9 галлонов двигатель, где-то баксов 300 выйдет масло с таксами. Поэтому сделаем в следующий раз вот так. И можно заехать просто на мастерскую, дать им все принадлежности, которые надо, и они поменяют, только за работу возьмут там от 80 до $100. Если очереди не будет, то будет вообще все быстро. А еще одно из приобретений, я себе купил электронный измерительный прибор давления в колесе. Давайте вам покажу, как он работает. Мне нравится, только я не проверял точность. Вот надо бы взять обычный измерительный прибор, который такой штырьковый, когда вставляешь, он так отщелкивается. А этот показывает циферки. Так, тут бары стоят. Вообще тут 4 измерения. Показывает 117. Передние колеса, они всегда больше, чем задние. Задние, ну я уже все проверил, просто вам показываю. Они почему-то всегда больше, но кажется, что они подспущенные. Не знаю почему, на всех машинах такая история. А задние вообще должно быть 110. По машине 110, по прицепу 105. А задние колесики здесь до 110. Они тоже немножко прыгают в показаниях, то есть внутренние, наружные 110 он показывает, а внутренние 107-108. Это точнее наоборот. Это я померил внутреннее, оно 110, а наружнее меньше, там 107-108. Ну, в пару PSI показания сделаем это погрешность. Стоит где-то около $20. Кому будет интересно, я оставлю ссылку под роликом. Работает от 2 батареек. Очень нравится. Я там, конечно, отзывы почитал на официальном сайте. Пишут, что для мастерской не подходит, очень нежный, быстро ломается. Не знаю, я аккуратно пользуюсь. Выключил, включил, положил, записал, все нормально. Поэтому вот так. Машина после мойки, поэтому вся чистая, можете заметить. Только я, не знаю, может, чуть больше перелил жидкости, то тут испаренная такая, это я уже вытер ее. Помыли машину, и хорошо. Это гидравлическая, на рулевую идет. То вроде нормально все уже. А поэтому по охлаждающей все нормально. Под максимум, почти под стрелку налито. Нормально. Все чистенько, все смазано, все узлы помазали мне. Все хорошо. Ну все, надо
заводить машину, чтобы немножко двигатель поработал, чтобы на холодную не выезжать. И надо уже трогаться. Едем мы в Солт-Лейк-Сити, первую остановку, вторую мы едем в Денвер, в Колорадо. Все с теми же коробками легкими, платят там что-то 3,150. За груз 1200 миль ехать. Выходит нормально. Легкий груз, расход там вообще 9,4, 9,8, мне все нравится. Пока другого нету. И чтобы все это, то, что мне сказал Саша, чтобы у нас сбылось, конечно же, я еду туда, возвращаюсь обратно и еду за прицепами. Уже прицепы готовы, загружены, стоят, ожидают. Вот и поеду забирать. Так что это будет супер все. Что им туда надо будет затянуть? Какой-нибудь контейнер, прицеп, не знаю. Еще посмотрим, подумаем. Как-то вот так. Что касаемо крышки. Я уже завесу купил. Нет времени поменять. Отдыхал, не этим занимался. И я хочу что-то, надо какие-то резиночки, может, подклеить под низ. Вот. Если вы думаете, что это моя только такая машина, то вы ошибаетесь. Я вам сейчас покажу. Вот точно такая же машина, в точно такой же комплектации. Вот что с ней происходит. Можете заметить такие же царапины в тех же местах. Вот. У меня в завесе сломалась вот эта вот часть. Она вот просто вот так вот откололась и куда-то убежала. Я купил новую завесу. Потом вам скажу, сколько стоило. Стоило немножко дешевле, чем в дилерской. Вот видите, она вот так вот вся болтается. Это пластик. Она вот, когда работает машина, она так вот дребезжит. Не знаю почему. И это очень обидно, но и здесь поцарапало. Короче, вот так вот. А это Kenworth. Это Kenworth T680. Если вы думаете, что Volvo такие плохие, надо было Kenworth, допустим, покупать. Давайте я вам покажу тоже его болячки. Раз уж так вышло. Это пластик, как можете заметить, тоже. Он имеет свойство покидать. Тут он уже на стяжке подтянут. Тут вот так вот все дребезжит. Вот так вот это выглядит. Вот так вот оно начинает работать. Видите? Все очень хиленькое, хлюпенькое. Если здесь как бы еще Volvo так оно более-менее, только вот эта вот часть страдает. Это болезнь. Я это называю болезнью. То здесь такая же история. Можете посмотреть. На стяжках. Тоже пластика нет, он покинул нас. И что касаемо низа, смотрите, видите, кронштейн как здесь, так и там вдали. Он почему-то, не знаю, обломанный. Что с ним случилось, я не могу понять. Машина не моя. Просто вам показываю. Фредлайнеров такой болезни нету. Фредлайнеры немножко пошли другим путем. Они сделали просто отверстие под горловину и таким пластиком. Ну, он вибрирует, но не столько не отваливается, как вы можете заметить. Видите, все держится более-менее хорошо. Друзья, смотрите, какое интересное явление. Туч нигде нету, а дождь пошел. Но ветер очень сильный сегодня целый день. То не знаю, откуда, где туча может плавать, даже не понимаю. Но там какая-то тучка есть потемнее, но не настолько, чтобы дождь выпал. А здесь прям такой легкий-легкий, как говорится, грибной. Так что так. На улице жарко. Едем в пустыне.
Это дорога 15-я, I-15 называется по-английски. Вот, смотрите. Едем по прямой. Эта дорога прям идет до Солт-Лейк-Сити. По прямой никуда не надо сворачивать, но нужно будет проехать только через Лас-Вегас. Вот скоро будет Лас-Вегас, где-то примерно через 2-2,5 часа будем проезжать через Лас-Вегас. Так что вот так, вот даже лужа есть. Значит, тут что-то было посильнее. Ну ничего. Вот такие пустынные красоты. Там вдалеке горы красивые. И с этой стороны вдалеке горы красивые. А везде пустыня. Песок и камни. И маленькие кустарники по 20 сантиметров. Больше ничего здесь не растет. Дождь снова начал падать. Только перестал и снова давай падать. Как-то вот так. Ну вот, спустя 2 часа, как вам и говорил, добрался я до Вегаса. И тут мне вспомнилось видео, которое я недавно смотрел. Коротенькое, в Инстаграме, как-то он бывает подкидывает. Про Нью-Йорк там старый, про Чикаго. И тут как раз попалось мне видео про Лас-Вегас. И как раз это был 93-й год. Строительство отеля «Люксор». То есть вот этих вот дороги, тех отелей ничего абсолютно не было. Здесь был пустырь. Здесь еще какие-то деревья даже росли, пальмы. И строили отель «Люксор». «Люксор» — это пирамидка такая. Египетская пирамидка. Сейчас ее уже застроили, здесь всяких других отелей понастраивали. Но именно в видео она была первая. Я вам вставлю это видео, покажу, оно коротенькое. Там тоже едут из кабины грузовика, снимают. Видимо, еще на камеру пленочную. Этих вот ничего вот этого, что сейчас вы видите, близко даже не было. И это был 93-й год. Уже в Америке строили отели в виде пирамиды. Сейчас мы объедем чуть поближе и увидим этот отель. Он с дороги виден, он огромный. Я ходил, вам его снимал, показывал. Там при входе в него 2 сфинкса стоит.
Время уже позднее, почти 8 часов. Я доехал до Юты. Это первый город, называется Сент-Джордж, Святой Джордж. Заехал на заправку, оказывается, она не работает. Нету вообще ничего, ни дизеля, ни бензина, ни дефа, вообще абсолютно все не работает. Припарковался прямо на в колонку. Надо отдохнуть, полчаса паузу сделать. Пошел кофе купил. Выхожу. Погода такая хорошая, солнце уже село, не так жарко. Какое небо, смотрите, классное. Тучи, но дождя нету. Закат, там уже солнце село за горы. Все машины гудят. А здесь такие каньоны. Там дальше тоже обрывы каньона идут. Я не знаю, как вам, хорошо ли видно, но просто потрясающая погода. Мне нравится. Не жарко, теплый ветерок. Супер. Но небо просто потрясающее. Сегодня целый день еду. У меня вот преследовала эта огромная туча постоянно с левой стороны. Но в Калифорнии так и не выпал дождь. Он был, я видел, асфальт был мокрый, лужи были. Но так я его и не застал. А заехал уже в Юту через всю Неваду, не через Неваду, через Лас-Вегас проехал. Так, здесь вообще ничего нету, тучки. Я думаю, если поеду дальше, там может быть дождь. Он там часто бывает. Там снег зимой постоянно выпадает за горами. Поэтому я, может быть, еще встречу дождь, когда буду вечером ехать. Осталось ехать чуть меньше 4 часов. Я вроде бы даже как бы успеваю. У меня запас времени есть, там почти час. Если получится, я прям приеду на выгрузку, чтобы утром рано не вставать, не доезжать. Уже постою там больше, получается, если плюс час разницы, плюс 4 доехать, это вот, может быть, к часу ночи я приеду. Тогда я смогу только выехать в 11 дня. Ну, я уже там аккуратненько, медленно запаркуюсь, меня выгрузят, подожду и поеду. Вот такие вот планы. Ну что, друзья, я вчера доехал до 1:30, наверное, и ночевал прямо здесь. Просто припарковался к стене и спал. Утром в 8 разбудили меня, выгнали, потому что парковался кто-то, привез что-то локальное. Сегодня у них никого нет, они поразъезжались с утра на доставке. Я что-то сегодня тыркался, хотя никого не было, что мне сложно было, наверное, не выспался. Но заехал, стал, там уже что-то разгружают, по идее, там дедуля двигался. Поэтому вот такие дела. Погода прекрасная. Сегодня будет 33. Это у нас, напомню, Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Тут привозил флетбэт, вот эти вот шланги разгружал. Рукава огромные, гигантские. Это временные трубопроводы прокладывают, когда ремонты делают. Времени сегодня предостаточно. Скорее всего, может, остановимся, полетаем снова над озером. Там плотину заснимем. Я надеюсь, погода сегодня классная. Туч нету. Главное, чтобы ветра не было. Вот, сейчас как раз поставлю все на зарядку, чтобы как раз подзарядилось, и все будет круто. О, ребята приехали. У них компания-то Rocky Mountain Cargo. Они вот как бокстраками разгружают, так и большими фурами привозят свои грузы. Ну все, ждем всех этих решений, выгрузок и едем дальше. Уже не стал снимать в дороге, думаю, остановлюсь и все покажу. Ехал в горах и прилетел камень вот прям в угол. Треснуло сюда, и трещина пошла вверх. Я пытался прилепить жвачку сюда, чтобы видеть, насколько она растет. Но и так видно, что она на сантиметра 3-4 выросла вверх. Короче, невезуха. Я позвонил начальству, сказал, потому что спереди весовая. Саша говорит, типа, езжай, я тебе разрешаю. Все нормально, типа, здесь... Это я в Юте был, в Солт-Лейк-Сити, я от него отъехал где-то на миль 20. Он говорит, там негде чинить. Либо в Денвере поменяю, сейчас он позвонит на дилерскую, либо там механика какого-то найдет, который дешевле будет. Либо в Калифорнию уже доеду, там поменяют.
Последнее, что я менял на Фрейдлайнере, это не оригинальный, автомаркет называется. Там было что-то 180, наверное, с работой. Оригинальное стекло мне говорили дорогое. 700-900, наверное, будет стоить, но не знаю. Такие вот дела. Короче, расстроен я. Капец, невезуха. Еще мне легковой ударили. Вчера я вообще был в трансе, блин. Ехал на работу, смотрю, под щеткой бумажка лежит. Я думаю, блин, не может быть, что так залетело. Разворачиваю, начинаю читать. Я там, Кейт, я ударила твою машину, извини, я молодой драйвер, я только получила права. Вот мой номер телефона. Ну и, короче, я ей написал специально, что не звонить. Написал, чтобы она подтвердила, она призналась, типа, да, это я ударила. Мои навыки параллельной парковки еще очень слабо. Ну, правда, хорошо, что на фонарь мне не побила сзади, просто поцарапала бампер. Поэтому еще надо машину легковую будет делать. Это просто какая-то полоса. Ну ладно, чего расстраиваться. Вроде она согласна, та девчонка, оплатить мне за кэш. Она не хочет страховку использовать, потому что только получила права и уже задела кого-то. У нее страховка очень сильно вырастет. Она не хочет, она хочет за кэш решить. Поэтому надо будет ехать. Я сегодня позвонил, спросил. Они все говорят, ну нам надо видеть, какое повреждение. Ну не знаю. Что-то он сказал, 400 баксов, но это смешные деньги. Мне говорили, что гораздо больше стоит перекрасить бампер. Может быть, это он за пятно сказал 400. То есть он часть покрасит. Так машина новая. Зачем мне пятно? Добрый. Я потом приеду на парковку, вам покажу, как это выглядит. А сейчас будем с этим стеклом. Ну, можно ехать. Оно не должно развалиться, там пленка есть. Ну, короче, я доехал до озера. Вроде ветра как бы не видно, не слышно. Вроде нормально на улице. Пойдем лучше полетаем. Надо немножко абстрагироваться от этой всей ситуации. Как-то ехать. Все нормально будет. Ну, короче, такие дела. Все, погнали летать. Я доехал вчера, спал на бордюре, уже не снимал, как приехал. Сегодня утром в 8 часов настало, я уже подъехал. Вот док, как и в прошлый раз, свободный, единственный, как я подозреваю. Вот в него и будем становиться.
какие новости? Я пришел. Так, надо больше выворачивать сюда. Я пришел, все как и в прошлый раз. Типа становись, они мне так и сказали, становись, как ты и раньше стоял. Жди, сейчас Итан приедет. Да, но у него доставки есть. Так что, типа, мы не знаем, когда он будет. Ну, он, скорее всего, сейчас приедет, опять будет недоволен, что ему надо мою машину разгружать. А он не ожидал, что ее надо будет сегодня разгружать, как мне он в прошлый раз сказал. Ну, не знаю. Все будет нормально, что переживать. Сейчас выгрузят. И уже с самого утра, в 8 утра, написала мне диспетчер: Виталий, когда ты выгрузишься, мы тебе уже ищем что-то другое. Ну, чтобы они могли знать, что брокеру отвечать. Если брокер будет спрашивать, где ваш трак, свободный, не свободный вы. Поэтому надо это все знать им. Я говорю, я сам не знаю. Говорит, в прошлый раз я ему сам помогал выгружать, чтобы это было быстрее. Потому что он бедняга расстроился очень сильно, когда узнал, что его надо выгружать сегодня, а не завтра, как он мне говорил, машину. Посмотрим, не будем загадывать. Что-нибудь да решится. Что по нашей трещине она выросла. Вот я ее замерял отсюда, она выросла до сюда, где-то на 3-4 сантиметра. Не страшно. Главное, чтобы не рассыпалось. Стекло не рассыпется, пленка есть. Чем-нибудь будем придумать. Ну все. Ждем. Буду вам дальше сообщать, как что приедем. Я даже не успел умыться. Сразу решил подъехать, чтобы запустить этот процесс доставки. Что по расходам у нас? 1219 миль на 135 галлон. Средний был 9,1. Значит, дизель сейчас пошел в гору, пошел сильно вверх. Если последний раз я вот еще на этом баке я доехал сюда, который я заправлял в Орегоне. А в Орегоне в то время цена была еще, ну, конечно, не такая, как здесь, но уже больше $4. Ехал я назад, заправлялся по... Крак дизель по 4,40. Тогда был по 4,40. Да, обалдеть. Ё-моё, это было 8 августа. Ладно, я что-то думал, наоборот должно быть. Ну ладно, если даже посчитать по 4,40, вот 135, $594 ушло на дизель, плюс еще там 20-ку на деф. Вот чуть больше 600 вышло. Этот груз стоил 3 с копейкой, 3,150. Отнимаем от него 12% компании. Получается 2,150. Это моя зарплата с этого груза. И тут еще дорога платная есть немножко. Ну, еще давайте $50 просто отменим. 200 с этого груза. А назад я поеду, скорее всего, за $1, как все любят. Я, конечно, не люблю, но куда деваться? Нету другого. Поэтому вот так. А вчера я заправил полный бак по 4,30. Вот, потому что, я же говорю, пошел вверх, а был еще 3,86. В прошлый раз я заправлялся. Да, цена на нефть поменялась, пошла в гору, все выросло. Я заправился ровно на $1000 дизеля вчера и на 25 дефа. Вот 1025 вышла вчера заправка. Ну, еще от этих 2000 надо отнять стекло. Не знаю, сколько за стекло будет. Скажу вам потом. Ладно. Сидим, ждем, пока Итан приедет и будет начинать нас разгружать. Просто в прошлый раз это вроде бы было в часов 9, если не ошибаюсь. Меня разгрузили, я помогал, чтобы это было все быстрее, потому что нужно было снова руками. Двери дока уже, чем коробки, и они не влазят. Их надо руками таскать. Из 10 палет только одна палета вышла своим ходом по размеру дока. Так, что иду обратно, наш док закрыть. Дверь закрыть. Вот. Груз мне уже нашли на стадии того, пока я стоял в доке. Поэтому, как говорится, сам заинтересован в том, чтобы быстрее разгрузиться, поехать загрузиться и ехать зарабатывать деньги. Ну а что, сейчас едем в город Лукерн, это Колорадо. Час езды туда.
что, я сходил, документы показал, груз нашли, объяснили, как нужно ехать. Нужно сейчас ехать вперед, до конца, до сетки, она сказала. Фэнс, это сетка. Чтобы там развернуться. То есть доехать до конца, повернуть направо и объехать вот этих 3 больших хранилища. Она сказала, бочки назвала. И потом я смогу там между ними выехать обратно и запарковаться возле деревьев. Потому что занят док. Поехал мужик, я с ним поздоровался, когда на весы заезжал. Он сказал, что... он поздоровался, поехал. Он загружаться поехал. Потом он должен будет поехать на весы. Она мне также объяснила, а потом ты поедешь загружаться. Я рассказала, как нужно на весы заезжать. Взвешивание здесь у нее, видишь, целиком. У нее нет по осям, чтобы взвесить меня. Она сказала, будешь заезжать каждой осью и сигналить мне, и я буду записывать себе, потом заполнив документы. Она еще спросила, полные ли у меня баки, потому что на весах там, видимо, показала сумму. Она, чтобы потом отнять, сколько веса мне загрузили. Наверное, тут бобы написано бинс, вот, 1, 2, 3. 3 этих бочки надо объехать, там развернуться надо будет. Вот. В документах написано, что это бобы, бинс. Так что я не знаю. Я видел там в доке в погрузочном стояли палеты с мешками. Наверное, вот они и будут мне. А другой работник вышел. Вот тут даже знак стоит, что для траков нужно вот так вот разворачиваться. Там другой работник стоял. Он вышел и рассказал мне, говорит, едь на веса. Я смотрю, там такой свес сверху стоит. Я говорю, я не зацеплю. Говорит, а какая у тебя высота? Говорю, 13,6 стандартно. Говорит, не зацепишь, она 14. Я такой, окей. И все. Я прислушался к нему и следовал его указаниям. Да, возле железки. Вдоль железной дороги надо вот развернуться. Главное не снести там вот столбики желтые. Раз она сказала, значит я проеду. Надо, главное, нормально широко поворот взять. Вдоль того ящика мусорного. А это трансформаторы преобразовательные вот эти вот. Они стандартные в Америке, зеленые ящики. Понижающие трансформаторы. Вот так вот. А это газ. В таких вот баллонах газ делают. Если нет центрального газа, то вот я видел, такой груз много возят. Фу. Пыль поднял только. Ну и все. Тогда я сейчас стану возле этих елок и буду ждать, пока меня позовут. Я загрузился, уже отъехал, развернулся, взвесился. Все проходное, нигде перевеса нету. Мне дали распечатку. Только, я вспомнил, что на выгрузке я не забрал ремень. Это печально. Там на бумаге прям написано, что груз должен быть закреплен, и они это проверяют. В таком случае пришлось купить у них такую бару железную, как распорка, она ставится в стены. Ставится в стены, распирает груз. Но она там между мешками, он ее установил. Она там сильно ничего не спасет. Но без нее бы мне груз не отдали. Неудобный поворот. Ну, там светофор, и поэтому теперь я могу повернуться. Теперь все нормально. Навигатор сходит с ума. Сейчас он перестроится. И поедем и помчимся. Где-то по дороге надо будет поменять стекло. Потому что так не надо ездить. Обидно, конечно, что ремень забыл, но ничего не поделаешь. Пофиг. Прорвемся. Все. Едем домой. Ну, в сторону дома. Я говорю так домой. В Калифорнии едем. В Сан-Диего.
Ну что, друзья, я доехал. Это место находится прямо на границе с Мексикой. Может быть, вам видно, вон там вдалеке. Вот эта вот линия, это забор. А с той стороны там вообще наблюдательная вышка огромная стоит. Я когда ехал с дороги на перекрестке, видел ее огромная, как в аэропорту такая. Так а там она стоит, чтобы наблюдать, чтобы никто не лазил. Ну и забор огромный, может, метров 5-7 в высоту. Приехал я, тут все на испанском говорят. Я никогда не любил выгружаться, если вы помните, раньше, когда на флотбеде пару раз приезжал, тоже на границе с Мексикой, они тут все практически по-испански разговаривают. Но в этот раз все классно было, дядька там приветливый был. Нормально, все информацию переписал, спросил, двери сначала сказал 17-й, там рампа такая вверх. Ошибся, говорит, давай в 20-ю. Я говорю, окей. Я запарковался, так этот холодильник, там тоже, ну, это само здание холодильника, а это стоит рифер, прицеп, рефрижератор, холодильник. Я смотрю, у него двери не торчат, а у него, ну, там, скорее всего, штора такая, ролета открывающаяся. И я у себя тоже не открывал, думаю, блин, в прошлый раз я был на холодильнике, не открывал, я припарковался с закрытыми дверями, с пломбой и пошел проверять колеса. Думаю, может, каблук подложить под колесо. И не было никого. Потом он вышел, говорит, я пломбу отрезал, типа, отъедь, открой двери и заедь обратно. Я такой, окей. И все, и он там уже выгружает. Он быстро сделал, там ничего не видно, но там, да, там холодок прям конкретный. Там, может быть, градусов 6 каких-нибудь, может, меньше в этом здании. Ну, все. Я уже говорил, Саша, колеса здесь почему-то стираются очень неравномерно у этого прицепа. Там уровень выравнивается. Едятся колеса. Но вроде бы еще он сказал нормальные. Там тоже поеденное колесо. Так что вот так. Есть уже следующий груз. Поедем загружаться коробками. 2:40 ехать. Значит, история. Я не стал ехать вчера до последнего. Я остановился, заехал на базу, на парковку. Запарковался. И сегодня в 5 часов утра поехал. Трафик был. Я так и знал, что трафик будет. Мне ехать нужно было 100 миль, а ехал больше, чем 2 часа. Ехал, ну, может быть, 2:30 примерно. Я знал, что такая история будет. Ну, во сколько не выезжаю, все равно будет трафик. Я уже не стал выезжать раньше, потому что, ну, дурота какая-то. Поэтому вот так. Ждем, пока разгрузят. Поедем обратно за карабульками. Там что-то их забирать. Порядка 2:30-2:40 тоже ехать. Там 110 миль до места, где загружаться. С машиной вроде все в порядке. Никаких других сюрпризов не было. А я, оказывается, не знал. У меня колпачки здесь на Вольве, их не надо откручивать. Моя измерительная штука, точнее прибор. Вот он. Я вам показывал уже. Он работает. Вот колпачок надет на ниппель. И он, оказывается, через него коннектится. 120. Ну там не 120, там меньше. Просто через этот колпачок оно пропускает. А когда колпачок открутить, если открутить колпачок и производить измерения, то воздух, видите, не спускает. Он там прилегает очень плотно. 120. Передние колеса нагреваются. Передние всегда нагреваются больше, чем задние. Да, и тут диск горячий, потому что я ехал, тормозил. Очень тяжелый, 42 500. Это под максималку, что я могу брать на драйвене. Сколько здесь? А здесь больше в этом колесе. 124 показывает. Ну ничего. Все нормально. Все хорошо. А на задних колесах там порядка 110. Но сейчас я уже ехал, нагрелось колесо, то, скорее всего, будет показывать даже больше. 112 показывает. А это тоже 112. Ну, как-то так. Вот приборчик. Так называется. Астро. Астроил. Я не знаю, как он там произносится. Замудренно написан. Скину ссылку в описании, если кому будет интересно. Так что вот так. Ждем. Он там, я вижу, что все шатается. Он быстро сейчас разгрузит. Я видел, у него аккумуляторный вилочный погрузчик, длинные вилы.
у него не кара, поэтому он и легче, если вы видите, прицеп даже меньше прогибается. Они не просят сдвигать оси, вы многие писали в комментариях, ты что, не умеешь оси сдвигать, они сами не просят. И я пробовал самому двигать оси, он говорит, не надо двигать оси, типа оставляй так. Вот у меня они стоят вот здесь, и у мужика стоят тоже вот здесь. Это сколько, 10 фит от края прицепа в Калифорнии должно быть. Вот видите, у нас тут пометочка есть. 10 фит. В Калифорнии такие законы, что колеса должны быть от края трейлера на 10 фит расположены. Так что вот так. Ну все, ждем. Скоро все закончится. Выгрузили вообще быстро, за полчаса. Я доволен. И даже сказали, что положили бару. Не сперли. Сейчас это узнаем. Я уже за угол отъехал, чтобы можно было все сложить. Вот, вернул бару, не обманул. Все, езжаем. Там что-то трафик вырос. Уже 2:40 пишет. Но она и не мудрена. Потому что утро. Что, друзья, все поменялось. Оказывается, прицепы уже поехали забирать без меня, и поэтому мне за ними ехать не надо. Саша сказал, работай, зарабатывай деньги. А я тем временем приехал, ребята поменяют сейчас стекло мне, они выездные. Так и не получается у них камеру снять. Я сам все руки пообдирал, там такой клей, что просто ужас. Двухсторонний какой-то скотч так приклеен, что не отодрать ее. Я с одной стороны подколопнул, не получается. Сейчас они снимут стекло, у меня ацетон есть, попробую ацетоном как-то его отодрать. Они тоже говорят, что не похоже, ну, как бы обычно отдирают, не получается у них. Ну, естественно, мне сказали, что оригинальных у них нету с такой фигней. Вроде как. Хотя, не знаю. Поставить вроде как сказали обычную. Я говорю, окей, давайте ставьте хоть обычную. Потому что, к сожалению, если сейчас выеду, то потом не заеду. Ну как, где-то в дороге придется менять. А пока здесь, что лучше пожертвую временем. Сейчас они поменяют аккуратно стекло. И будем что-то с камерой потом отклеивать, думать. Просто так вот они возле дома решили. Дали адрес. Это Саша меняет постоянно у них стекла. Дали адрес, я приехал сюда. Я говорю, я потом развернусь. Там говорит, да, развернешься. Там проедешь кругом и развернешься. Я говорю, окей. Так что так, ждем, пока они поменяют. Где-то минут 40 это займет. Так что такие дела. Надо успеть завтра до пятницы доехать до Солт-Лейк-Сити, выгрузиться. А в субботу договорились, что меня выгрузят с 9 до 11. Вот. Если ничего не будет, скорее всего, поеду пустым. Не буду там стоять эти выходные просто так. За $1000 потом с Колорадо возвращаться. Это то же самое, что 2 дня простоять и вернуться за $1000. Поэтому я лучше сразу, если ничего не будет наперед, уже поеду пустым. Поэтому вот такие вот дела. Стекло вроде должно стоить $200. В итоге узнаем, за сколько они это сделали.
По времени где-то минут 40, я повторюсь, а по деньгам вот $200 должно быть. Я не смог не порезать себе руки, как всегда. Порезал только палец. И все руки пообцарапал здесь пальцы поотбивал. Короче, я ее отклеил, уже содрал с нее лишний силикон. Она была приклеена на силикон. Что я ее вообще еле-еле отодрал. Ацетон заливал потом, когда немножко смог отогнуть. И тут немножко сломался пластик крепления. Я что-то не смог понять, как она отщелкивается, эта верхняя крышка. Как там пазы работают. Оказывается, вот эта вот верхняя крышка камеры, она железная, но, понятно, в роли радиатора выступает, охлаждает. Там какую-то электронику внутри. А само основание, кронштейн, он пластиковый. Ну вот, отодралось. Ну да, тут метка вот есть, где центр стекла, чтобы клеить эту камеру. Ну, не знаю, как-нибудь доприклею ее. Сейчас не буду этим заниматься, сейчас сразу поеду. Но вот как это вышло. Все началось отсюда, потом это все растрескалось до мусора. Они уже вставили стекло, центруют. Там они заложили какую-то там нитку вовнутрь резинки. Потом как-то будут вытягивать и ставить стекло на место. Вот там, видите, внутри у них что-то пристегнуто. Будут как-то вытягивать. Конечно, они так лазят у меня по двигателю. Мне это не очень нравится, но они коротышки, они не достанут по-другому. Ну вот. Сейчас он будет тянуть. Как-то там резинка должна защелкиваться. Сделали мне стекло, провозились они 2 часа с ним, у них не получалось, что-то они как-то криво его поставили, и этот угол у них левый верхний не влазил. Они там его все смещали, и потом поставили. У меня времени не было, не приклеил пока что камеру, и сенсора болтается, висит на проводке. Ну и почему же чек горит? Потому что камеры нету. И он думает, что все, что-то сломалось, и камера просто не подключена. Поэтому я решил не терять время. Я знал, что будет такая пробка на выезд постоянно, потому что там с одной полосы все поворачивают направо, а все остальные идут прямо. И из-за этого вот все вот так вот стоят. В смысле грузовиков, потому что сейчас будет весовая, и они все на взвешивании идут на автоматической по правой полосе. А уже потом за весовой можно обгонять весь этот трафик. Но, увы и ах, я уже выезжаю долго, башка разболелась, надо что-то поесть. Из-за этой всей ерунды. Ехать еще много, 9,5 часов. Сегодня жарко у нас, 30 градусов в ЛА было. Поэтому, наверное, башка и болит. А еще и того, что целый день ничего не ел. Правда, там покушал что-то с утра, но ничего. Тут план капкан. Саша позвонил, узнал, смогут ли меня выгрузить в субботу. Вроде бы да, с 9 до 11 выгрузят. Я тому парнише помогу, быстрее разгрузит меня, и я буду свободен, и он будет свободен. Главное завтра выгрузиться в Солт-Лейк-Сити и доехать хоть сколько-то до Колорадо. Ну все, такие дела. Стекло вышло $185, я им дал 200 за то, что старались, но очень долго, ничего не поделаешь. Такие вот они мастера. У них, он сказал, что сразу же, что нет вот с этой черным пятном зеркала. Я говорю, давай обычно, не дури голову, главное поменяй. И вот он поменял, кто-то быстро торопится, обгоняет друг друга, там уже кто-то на Honda Civic куда-то спешит. Он уже говорит, давайте камеру приклеить. Я говорю, не надо, я сам приклею. Он мне такое стекло, говорю, протери, и все. Протер стекло мне. И все. Вот такие вот истории. Едем. Жара. Хочу кушать. Сейчас приеду, какой-нибудь гадости на заправке куплю, как всегда. Бывает в такое время, что если ничего хорошего нет, надо какие-то гадости купить. Ну, я имею в виду в плане чипсов. Но нет, там есть кафешка, надо будет сходить в мексиканский гриль, купить себе тарелку овощную. И кофеек надо взять, мороженку надо взять и ехать дальше, потому что еще солнце пока что не село высоко. Нужно как-то себя взбодрить. Ну все, едем дальше.
Вот смотрите, они все стоят направо, из-за этого вот такая там толкучка собирается. Хотя направо вот только одна полоса. Это за счет того, что там весовая, грузовики ползут, вот так получается, что все тупят в этом моменте. Так что вот так. Этот пикап не хотел меня пропускать сейчас. Ну ничего, все, вот такая коротенькая история. Если бы не эта вот полоса, вообще бы никакой пробки близко даже бы не было. Все, едем дальше. Что, друзья, продолжаем ехать. Вчера уже было поздно, темно, я ничего не снимал. Но я успел сделать, поприклеивать свои камеры. Я надеюсь, что я ровно по центру приклеил камеру от машины, которая находится посередине из этих трех. И видите, уже пропал чек, ничего не горит, все как и должно быть. Ну, оно не умудрено. Если все подключить, все равно будет нормально. Никаких ошибок на компьютере не будет на машине. Дальше, справа я закрепил камеру, которая Самсара называется. Это как регистратор, который снимает дорогу и загружает его в облако. Надо только потом у Саши чуть попозже позвонить, спросить, как она снимает. Может быть, ее надо немножко вверх-вниз отрегулировать, чтобы поровнее снимала. И платные дороги. И автоматическое взвешивание, припас называется. Это два в одном. Поэтому он такой большой и длинный. У других блогеров, там, водителей, можете заметить, они бывают разные, там и маленькие. Это два в одном. И платные дороги оплачивают, и взвешиваются. Я не знаю, почему Саша, ну, если там у него водители в компании, они крепят на правую сторону. Это неудобно. Потому что надо вот постоянно вот так вот заглядывать туда и смотреть, какого цвета у тебя лампочка. А я приклеил с левой стороны. Лампочки с левой находятся, и их лучше видно. Не надо никуда голову отгинать. Я уже не стал клеить прямо по центру над рулем, получается, потому что неудобно было бы, мешало бы зрению. Я сижу высоко, как можете заметить, у меня где-то взгляд чуть ниже вот этого козырька машины, потому что мне так удобно. Высоко сижу, далеко гляжу. Поэтому вот так. Все поприклеивал, все работает, только надо будет потом посмотреть, чтобы он сказал мне, если надо покрутить ее. Что у нас по графику? Осталось ехать 3,5 часа. Так, уже жарко стало, на кондей включить. Камера работает, машина уже... Ну, камера, не знаю. Скорее всего, эта камера для чего-то другого предназначена. Может быть, она записывает как какой-то регистратор внутренний Volvo, если происходят какие-то аварии, и страховая должна что-то выплачивать. Они могут запросить, и тогда они выгрузят этот файл. Потому что на езду именно как вот датчик работает, следит за полосой. Он и вчера у меня работал. Нет, он был отключен, точно. Камера следит за полосой, потому что вчера у меня горело, вот если нажать на эту кнопку сверху, вот. Так, еще раз. То вот, видите, загорелось там, что слежение за полосой выключено, off. И оно вчера у меня горело, и чек горел.
Я не помню, вроде пиликала полоса или не пиликала. Нет, полоса, наверное, не пиликала. Работала дистанция до машины на круизе, потому что это датчик, который находится на бампере спереди, он за это отвечает. Вот, а камера все-таки полосу отслеживает. Ну, такое себе. Я почему-то думал, что она что-то пишет. А может и пишет, не знаю. Я пока не нашел, куда провода уходят. Может, там жесткий диск какой-то и стоит. Он записывает, условно говоря, 3 суток, и потом сам удаляет программу. Но это мои догадки, скорее всего, вряд ли. Это было бы слишком дорого для них. Еще и делать такие услуги. Но не знаю. 3:30 осталось, я успеваю везде. Сейчас уже 7 плюс час, так как мы в Юте это 8, в 11, в 12 я приеду, если тут никаких пробок по дороге не будет. У меня еще полбака топлива, вот только дефа маловато, надо будет деф заехать залить. И все, выгрузимся и там уже поедем дальше. Напомню, завтра суббота. Я уже не помню, говорил он, не говорил. Саша позвонил брокеру, а брокер позвонил на склад и договорился, чтобы меня завтра в субботу выгрузили. С 9 до 11 буду ждать. Если я буду видеть сегодня, когда закончу рабочий день, что что-то у меня не получается, то он будет позвонить, предупредить, может быть, как-то там подкорректировать, поменять. Поэтому бедный Итан снова поедет на работу. Он и так никогда не рад, когда я приезжаю выгружать ему эти коробки. А сейчас его еще в субботу попросили выйти. Ну ничего, я ему помогу. Мы выгрузим быстро где-то за час. Я не знаю, сколько там, правда, осталось. Останется, я не знаю. Надо будет потом посмотреть. Ну и следующий момент. Я же забыл свою стропу у него. Ремень. Стропу, ремень 2 в одном, как кто называет. Когда поехал загружаться другим грузом, я только вспомнил об этом и не стал возвращаться в прошлый раз. И как назло, вот как бывает всегда, там проверяют, именно вот когда я загружался, проверяли, есть ли у меня что-то, типа ремень, либо бара. Лот-бар называется, такая штанга, которая сдвигается как упор в обе стороны, упирается в стенки трейлера и как распорка работает. И там мне приносит грузчик, показывает, у тебя есть ремень или лот-бар. Я говорю, нету. Я говорю, куплю, заеду сейчас. Он такой, мы не можем тебе подписать бумаги, отдать. Ты должен нам привязать, иди в офис, спрашивай. В офисе то же самое говорят. Я не знаю, у них что-то она дешево стала. Он говорит, давай $25, у нас лот-бара продается. Я говорю, давайте без вопросов, чтобы только загрузиться и уехать от вас. Вот у меня сейчас даже эти коробки лот-баром расперты. Я вам покажу, как это выглядит, когда приедем. Ну, интересно. Лот-бар чем прикольное, что ты можешь распереть груз в тех местах, где у тебя нету E-трака в стенках. Ну, не знаю, если что-то поедет, мне кажется, его нафиг вырвет. А ремень как-то лучше держится, как по мне. Поэтому так, надо еще не забыть свой ремень забрать завтра. И посмотрим. Если ничего не найду в субботу, может быть, я рвану и поеду пустым, чтобы не стоять там, не куковать. Все равно дороже, чем $1000 грузов с Колорадо я еще не возил. Да, $1000 самое много платят оттуда, а ехать там 1100, что-то миль. Короче, смешные деньги там на самом деле, очень смешные. Еще и по горам кататься. А последние разы, когда я там загружался, там полный трейлер грузят. Там, вот в прошлый раз 42 500 было. До этого 38 тысяч было. Я на дизель трачу намного больше, нежели бы, наверное, я поехал бы пустым. Но из-за того, что это будние дни, то я лучше загружусь. Все равно ехать буду 2 дня. А если это выходные, суббота, надо будет субботу, воскресенье ждать, потом понедельник, полдня еще ждать, пока что-то отдадут. Поэтому, может быть, я приму такое решение. А может быть, загружусь. Поговорю еще сегодня с диспетчерами, с начальством, что мне на это скажут. Поэтому планы вот такие. Посмотрим. Поехала Volvo. И у него проблема похожая с моей. Крышка дефа, именно вот дверца у него вырвана. Одна завеса висит. Я уже стал, может, у меня паранойя уже началась. Я так стал на Volvo присматриваться, которые вот после 2019 года, у которых такая крышка. То у многих, не скажу, что у всех, у многих такая проблема. На Кенвортах отлетает пластик. На Вольвах отлетают эти дверцы. Только на Фредлайнере придумали не делать никаких дверцев, а просто сделать горловину под крышку бака, чтобы открутил и все. То есть не сильно там такие большие, уже не стекло грязное, не сильно большие такие потери
по аэродинамике, чтобы так вот издеваться, делать какие-то крышки. Ну ничего. У меня уже есть новое крепление дома лежит. Нет только времени поменять его. Может быть, в следующий раз поменяю. Я что-то решил. Я еще и баллончик с краской купил. Нашел по ВИН-коду баллончик с краской. И думаю, может быть, аккуратно подкрашу. Смотрим, что мне с этого получится. Но главное, чтобы по тону не отличалась краска. А то будет ерунда. Ну, может быть, только краешек подкрошу. Я хотел на ответной части пластика тоже подкрасить. И уже подумал, надо какие-то резиночки приклеить на краях с тыльной стороны дверцы. Может быть, типа, знаете, как есть такая резинка тоненькая, чтобы двери домашние не пропускали воздух. Вот такую вот. Попробую найти и приклеить, что с этого получится. Либо какую-то липучку с двухсторонним скотчем, чтобы она не тряслась. Она вибрирует в этом месте, пластик. И эта дверца хочет отломаться. Так, что-то я быстрее начал ехать. В Юте вообще можно ехать 80 миль в час. Естественно, я столько не езжу. Первое, это опасно. На траке 80 ехать. Передние колеса вообще рассчитаны на 75 миль. На них прям написано, что максимальная скорость 75 миль. Понятное дело, когда я с горы разгоняюсь, я торможу, да, там бывает, оно и больше 80 доходит. А что касаемо постоянной езды, нет. Есть такие отчаянно, которые летят. Но я не думаю, что 8, может, не 75 едут. Но там расход топлива очень большой получается. Поэтому многие компании и блокируют машины. Кто-то даже, я знаю, там 65, 67, 68 блокирует. У нас было на фридлайнере, когда я ездил, у меня было заблокировано 70 с круиза, 72 было с ноги. А здесь эта машина у меня разлочена, там 86 можно с ноги нажимать и ехать. То есть она вообще летит, как пушка, гонка, самолет. Поэтому надо контролировать себя. Да, в моменте я могу там нажать на педаль, обогнать быстро, но потом понимаю, что надо ехать медленнее. Здесь, так как это город, Сидер-Сити, то здесь 75 ограничений. Вот 9-ка автовоз. Так что вот так. Погода прикольная, не солнечное, солнце не палит в глаза. Надоело. Я вчера выезжал с Калифорнии, было 30-33 под вечер. Трафик был, как помните, я показывал вам. Но это уже я устал, капец. Уже к вечеру даже... Ну, голова немножко прошла, потому что поел и выпил. Кофе не брал, кофе уже надоело. Взял энергетику себе. Иногда меняю, чередую, потому что приедаешься, и потом изжога от него начинается. От однообразного энергетика. Либо кофе, либо другое что-то. Другую жижу пьешь. Поэтому вот так едем. Все прекрасно. Что касаемо топлива, то цена вроде бы не изменилась с прошлого раза. Я смотрю, там 4,40 примерно. Но мне хватит прям до Денвера, до Колорадо. И там заправим полные баки, как я всегда и делаю. Потому что вроде бы в Юте дороже, чем в Колорадо. Я заметил такую тенденцию, не знаю почему. Может, у них там налогов больше в Юте по сравнению с Колорадо. То поэтому вот так. Ну все, продолжаем ехать. Прием, 24/7. Это была заминка, выехала, ничего не работало. Ах ты ж, блин, не законнектила, заглючила. И Работает.